Разрушено 60% газодобычи Украины. Представительство россиян в ПАСЕ. Конференция «Хуси-Либерте 2025». Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 11 октября, 14:30. 7 октября новостное агентство «Интерфакс Украина» со ссылкой на энергетическую компанию «Укрэнерго» сообщило, что в результате очередной атаки РФ были обесточены потребители в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. 10 октября новостное агентство «Униан» рассказало, что по сообщению мэра Киева Виталия Кличко в результате атаки российских дронов был полностью обесточен левый берег Киева и есть проблемы с водоснабжением, а также что в Запорожье погиб 7-летний ребенок. 9 октября новостной сайт НВ, цитируя издание Bloomberg, рассказал, что Киев сообщил союзникам, что российские атаки разрушили 60% добычи газа в Украине. В материале отмечается, что прошлую зиму Украина пережила благодаря генераторам и помощи населению во время отключений электроэнергии. Напомню про сбор на портативные электростанции для больниц и школ Украины. Ссылка в описании. 1 октября в результате 2 лет обсуждений ПАСЕ приняла решение о формировании платформы для диалога с российскими и белорусскими демократическими силами. Участники, помимо прочего, должны признавать территориальную целостность Украины и других стран, а бело-сине-белый флаг признан символом сопротивления. 9 октября политик Дмитрий Гудков в интервью YouTube-каналу Бильд на русском рассказал, что помимо решения вопросов уехавших россиян по визам и банковским счетам, он хочет поменять санкционную политику, чтобы било по режиму, а не по гражданам, а также заняться тем, чтобы у Запада появилась стратегия по будущей России. В тот же день основатель и руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк в телеграм-канале организации сообщил, что уходит из общественной деятельности из-за накопившейся моральной и психологической нагрузки, а также что у проекта закончились человеческие ресурсы. Роскомсвобода была создана в 2012 году и продвигала идеи тайны частной жизни, запрета цензуры, а также общественного контроля за цифровой деятельностью государства. Если вас опечалила эта информация, подпишитесь на регулярные пожертвования проектам, которые считаете важными, чтобы они тоже не закрылись. Сегодня, 11 октября, в Париже проходит конференция, организованная ассоциацией «Хуси-Либерте». Наш представитель принимает в ней участие и расскажет вам самое интересное. Хедлайнерами конференции были певица Монеточка, политик Юлия Навальная и мэр 11-го округа Парижа Франсуа Ваглен. Обсуждали то, как российское общество сопротивляется войне, способы обхода цензуры, правовые основы преследования за военные преступления и использования замороженных российских активов в поддержку Украины. А мы с другими активистами собирали пожертвования на портативные электростанции для больниц и школ Украины. Больше о конференции будет в следующем выпуске. Подписывайтесь и смотрите. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.